У нас что, все что ли оторвались? Да, подготовка к рыбалке идет полным ходом. Маленькие обновочки. Угу. Машину грузим. Вещи. Гараж рыбака. Короче, полчаса мы потеряли. Заперли нас машинами и выезжали. Даже не знаю, стоит ли это говорить как. Ну, раком, скажем так, выезжали. По бордюрам, по газону. По тротуарам, да. Но выехали. Вот. Передаем привет водителю, там что, Toyota Corolla? Camry. Toyota Camry. Да, с госномером, который мы обязательно прикрепим к этому видео. Вот, пусть он знает, что он хороший человек. Да, мы ее эту фоточку прикрепим в видео. Страна должна знать своих героев. Мы прибыли. Ура! Разгружаемся. Наша задача первым делом найти, где находится рыба. Прежде чем расставляться будем, садки окунать, прикормку замешивать. Мы сейчас пробьем места, так как мы первый раз на этом месте, с помощью эхолота Dipper. То есть что мы делаем? Когда этот эхолот погружается в воду, он издает Wi-Fi. Мы подключаемся к нему по Wi-Fi, и он нам будет показывать структуру дна. Вот у нас. Ну, как бы. Да. Мы подключились к Wi-Fi. Заходим в Dipper. Вот. И вот он показывает, что уже даже есть рыба на глубине 2,1 и 2,3 метра. Вот. И вот по времени он сейчас так будет. То есть рыба достаточно близко. Скорее всего, здесь с удочками ловят. Да, да. Достаточно далеко. Но вот здесь на самом деле сейчас показывает большое количество рыбы. Слушай, а это еще и вес типа или это что? Да, по размеру тоже отличается. 1,9 Ну это... что, можно поплавочную смело, Да. можно Теперь что мы делаем? Ты держишь вот это. Сейчас он покажет, что мы Dipper вытащили из воды. Просто картинку стала. Так, клипса нет? Есть. Хочешь Сначала потихонечку. Да, теперь мы берем этот шарик. Блин, Сейчас тебе покажу. катер как раз волну пустил. Ну ничего, Саня сплавает. Так, повыше держи. Глубина 5,5 метров. И начинаем потихонечку этот эхолот тащить к берегу. Как волна пошла играть. Желательно равномерно. Видно, дно меняется. подъем Вот, пошел. подъем пошел. Рыба находится в полводы. Ну, да, кстати, Так. она на том же уровне, получается, осталась. Почти. До бровки здесь достаточно далеко, на самом деле, кидать. Да почему? До Вот бровки? оно. До туда? До бровки это до русла, да. До тут докинуть можно будет? Ну, если не эхолот, то можно. Вот, рыба на глубине 3,1, 2,8. Вот, 4,2. Вот, Вот, смотри. вот 3, Далеко вообще кидать. 3,7 метра. А, это Вот он эхолот, вот видишь, достаточно близко. Опа. Видел? Вот, достаточно близко, и вот она, эта рыба стоит под эхолотом. Сейчас дальше начинаю тянуть. Ух, то есть смотри, смотри. О, Достаточно близко. Да. Достаточно близко, и смысла нет далеко кидать, да? далеко кидать, да. Но рыба находится в полводы. Надо, чтобы она еще опустилась к нашей прикормке. Но я думаю, опустится. Опустит всю рыбку. Стандартный вот фидерный заброс, как ты будешь забрасывать. Левая рука практически прямая, сопровождаем, как это, шарнир работает. То есть берем вот так. По-моему, это дальше всё было. О. Давай смотреть. Оп. Глубина 5,7, 5,6. И начинаем потихоньку крутить. Так, рыба 3,5, 3,6 метра. Это наши лещи, наконец-то.
Стаи тоже 5,2. Тут неплохо. То есть вот примерно вот эта вот дистанция тоже интересна, если эту рыбу мы сможем Должна быть. опустить. Здесь, кстати, получше. побольше она. Сама рыба. Да. Кучнее, больше. А что тут такое желтое? Водоросли, либо помехи. Трава, да? Ну, либо просто мелочь, да, какая-то. Так, глубина 4,9. А тут вообще один крупняк. Угу. Не заканчивает, смотри. Да, то есть мы тащим, и рыба есть. Да, рыба вроде прям очень даже неплохо. После того, как мы выбрали место ловли, мы замешиваем прикормку, основываясь на том, первое, какая у нас вода. Если у нас вода с течением, значит, нам надо ее увлажнить, чтобы она лежала на дне, сделать ее более тяжелой. Если у нас нет течения, значит, она должна быть более легкая. Если есть крупная фракция, она будет подманивать крупную рыбу. Крупной рыбе это будет интересно. Сегодня для крупной фракции будем использовать прикормку дунаевскую карась-карп. Она летняя, она уже увлажненная чуть-чуть. Еще один рваный пакет вправляем сюда и добавляем 2 лещевых. Крупный лещ Дунаев. Вот она более светлая, здесь вот видно крупная фракция, вон кукуруза. Это на крупного леща. Обычно лещевую темного цвета, как раз немножко затемним. Сейчас вода холодная, то есть, по идее, рыба на более темную прикормку должна реагировать. Теперь набираем воду и увлажняем прикормку. Так, чуть-чуть совсем? По чуть-чуть, да, будем. Бери шуруповерт, мешай. Как цемент замешивает. Да. Все, хватит, да. Вот сейчас у нас достаточно влажная такая. Вот прикормка получилась. Если ее сжимаешь, она получается вот такой вот комочек, да? Глина, короче. Вот. Если нажимаешь, она распадается. Точно так же она будет распадаться на дне. Сейчас нам надо подождать, пока она возьмет воду. Она сейчас возьмет воду и чуть-чуть высохнет. И у нас будет второй этап увлажнения, уже доведение до нормального уровня. Пока у нас настаивается прикормка, мы раскладываем наши снасти. Сейчас собираем удилище. Первым делом нам необходимо будет выбрать вершинку на удилище. Опять же, вершинка выбирается, они отличаются по жесткости. То есть какие-то мягкие, какие-то жесткие. В наших условиях, когда есть ветер, когда есть небольшое течение, лучше взять пожестче. Да. Плюс также будет зависеть от какого веса, каким весом ты работаешь. Если ты очень жесткую вершинку поставишь, и кормушка будет легкая, то она будет просто не натягивать леску, а будет подтаскивать вершинку. Поэтому вот возьмем номер 4. Вообще, чтобы там сравнить их по жесткости, можно взять вершинки. Не, вот за кончики вот так вот берешь. А, и кто больше прогибается? Кто больше прогибается, такая более мягкая. Какая меньше прогибается, та более жесткая. Первым делом Это было опасно. вставляем вершинку. Колечки должны идти ровненько. Какой длины у тебя Удочка эта палка, да? 4,20. Это Dutch Master 130 грамм. Можно было пошутить, как Престоновский. А, это очень удачная, мягенькая, хорошенькая. Да, хэвик, но не жесткий. Эта штука называется петлевяз. То есть что мы делаем?
С помощью петлевяза мы вяжем петли. На конце удилища мне нужно завязать петлю примерно такого размера. Ничего себе, Юрка. Да, получилась петля. К этой петле мы будем уже крепить основную оснастку, на которую будем ловить. На течение я всегда предпочитаю ловить на симметричную петлю. Что нам для этого нужно? Флюрокарбон Sunline, диаметр 0,31. Отматываем сантиметров 70 флюрокарбона. Одну сторону делаем длиннее, одну чуть короче. Вот примерно вот так вот. Завязываем петлю. Обязательно всегда узлы смачивать, потому что при затягивании нагреваются и может флюрокарбон или леска потерять свои свойства. Сейчас мы начинаем делать скрутку. Скрутка у нас будет отводить поводок от основной лески и не будет ему позволять путаться. Я не думал, что все так сложно. Да. Сделали скрутку. Нам ее надо зафиксировать. Фиксируем с помощью узла 8. Вот, если посмотреть, получается вот 8. Отлично. Это лишнее, да, все? Нет, это все нам нужно. Вот одна сторона, как я говорил, более длинная, одна чуть покороче. Теперь мы берем карабин с вертлюжком. Карабин не значит. А вертлюжок? А вертлюжок, ну, фиксатор, наверное, какой-то там. Нет, это вот такая вот штука, которая, ну, крутится, чтобы не было закручено. И на короткую оставшуюся часть мы надеваем вертлюжок. Эта оснастка называется асимметричная петля или несимметричная петля. То есть, если бы это была петля симметричная, то обе бы, ну, стороны были бы Ну, одинаковые. ты можешь просто подрезать, да? А так как мы делаем асимметричную петлю, мы вот одну сторону вот так вот стягиваем, отступаем сантиметров 12-15, вот держа за карабин, и здесь фиксируем узлом 8. Ну, то есть можно просто обрезать, да, концы подровнять, и она будет симметричная уже или нет? Нет, здесь Другая уже технология? ничего не обрежешь, да. И в итоге у нас получается вот такая вот штука. То есть это петля, здесь крепится кормушка, сюда у нас крепится поводок, через вот эту скрутку он отводится от оснастки, и они не путаются вместе. Из кормушки выходит корм, здесь у нас идет поводок с крючком. В чем плюс на течении? На течении не всегда видно поклевку. Вот эта штука вяжется к петле, которую мы завязали на основном шнуре. Когда идет поклевка, рыба только чувствует кончик удилища. Кормушка стоит внизу за счет этой асимметричной петли. Есть определенный свободный ход. Если рыба уже взяла приманку и сильно дернула, то с помощью той кормушки, вот веса кормушки, который есть, она самозасекается об эту кормушку. То есть она дергает резко. Сначала она не чувствует, она просто берет приманку в рот. Жует, 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 пытается отойти, дергает и таким образом об кормушку самозасекается. Это называется самозасекающая оснастка. Самозасекающаяся. На конце петелька. Точно так же это я с помощью петлевяза вяжу 8. И все, одно удилище у нас готово. Сколько нам, 3 надо таких? Вот у нас одна удочка стоит, так сказать, на разведке. Там уже готовая, да, была вот такая штука? Да, с предыдущей рыбалки. Но я обычно всегда срезаю, забираю только карабинчики. Ну, вот эти вот. Да. И вот мы методом петля в петлю крепим к основному шнуру оснастку. Вот. Для наглядности сейчас покажу. Тут такая есть большая закормочная кормушка у меня. На стоячей воде ей хорошо закармливать, меньше забросов делать. Вот, то есть что у нас получается? Кормушка стоит на дне. Вот здесь вот удилище у нас, да? Кончик удилища натянут. Рыба начинает дергать, она кормушку не дергает. Вот свободный ход. Вот он, свободный ход. В какой-то момент она, когда выбирает этот свободный ход удилища, при этом у нас сигнализация на кончике удилища, который заряжен, загнут, она происходит. Рыба дергает резко и засекается об кормушку. Вес рыбы относительно небольшой, относительно кормушки, да? Вот. И она очень хорошо засекается. Наша прикормка взяла влаги.
То есть она сейчас вообще... Да. Поэтому мы ее доувлажняем. Сейчас уже более аккуратно, потому что она достаточно быстро станет влажной, поэтому я рукой. Такой приятный, на самом деле. Запах, да. Вот прям, мне кажется, для вот слабого течения, которого даже практически нет. Да, вот это вот будет прям идеальный вариант. Вот она лепится, но при этом очень хорошо крошится. Наша задача, чтобы с каждой кормушки при забросе прикормка каждый раз выходила в точку лова. То есть, когда мы промерялись, мы заклипсовали леску. Леска находится за клипсой. Дальность заброса у нас всегда одинаковая. Левое и правое мы выбрали ориентир на том дереве, вон та желтая береза, на которую первую удочку забросили. То есть в одну и ту же точку будем посылать достаточно много корма. Не перекормим? Есть такое понятие? Есть понятие перекормим, но также еще есть такая штука, называется меласа. Это слабительное для рыбы, оно тоже добавляется иногда в прикорм, чтобы не перекормить. Прикормка готова. Сейчас я с помощью закормочной кормушки буду кормить точку. Кормушку забили, отправляем в точку. Эта точка, мы не клипсовались. То есть наша задача сейчас кинуть на то место, где ловили предыдущие люди на нас 3 дня, да. То есть там точка прикормлена. Это называется клипса. С предыдущей рыбалки, которую необходимо снимать. Минус кормушка, минус оснастка. Вот. Всегда, когда подматываешь, лучше давать небольшой натяг на этой. Забили кормушку, вторую, первая улетела. И кидаем вот в то место примерно, где они ловили вчера. Ого-го. Нет, и ставим клипсу. Для того, чтобы у нас теперь всегда дальность полета была одна и та же. После того, как кормушку забросили, мы, получается, ждем секунд 10. Она уже приземлилась. Вот секунд 10 ждем и начинаем резко подрывать и выматывать. Таким образом корм рассыпается. Остается на точке, да. Когда выматываешь, всегда нужно смотреть, чтобы кончик был в натяге. Когда быстро выматываешь, иногда может быть, что удилище прослабилось, петля села на кончик удилища. И если продолжать крутить, то можно кончик удилища сломать. Поэтому начинать всегда надо потихонечку. Вот, берем кормушку, забиваем вот, пальцами. Забили, стряхнули, откидываем дужку и закидываем. Так, тебя не задеваю. Видишь, я как удилище держу. То есть после того, как я забросил, я удилище держу либо вертикально, либо отвожу в сторону, чтобы полет гасился не клипсой, куда закреплен основной шнур, а гасился удилищем. То есть удилище отыгрывает, кормушка приземлилась, ждем 10 секунд и также резко выматываем. Сколько таких подходов? Ну, раз 10-15 для начала. Вот так ловят профессионалы, господа. Как говорится, один ершок, ухи горшок. Вот, поэтому горшочек надо будет взять побольше, потому что в присказке размер горшка не оговаривался. Вот таких зверей душим. Это профессиональный подход. Это вторая, первая вон она. Там крупняк. Там крупняк. Мы ловим рыбу. Надеюсь. Профессионально. Вываживаем. Для чего нам вот такая рыба нужна, как вы думаете? Конечно же, это живец на большую щуку, которую мы чуть позже поймаем. Пришли на обед, нам принесли салатик, оливьешечка. Мой любимый. Уха из судака и окуня. Моя любимая. Вот и я поймал свою рыбу мечты. Ну,
как-то вот так вот. Вот. Указашка. Указашка прям. Иф! Как говорится, рыбалка на хищника удалась. Вот у нас тут со всех теперь пошло. Отвичка. Да. О, рыбалка началась. Ловят рыбу, не покладая рук. Рысь! 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 Дремлет притихший северный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, Озорный не спит, а слева уключена громко скрипит. Поедем поставим кружочки, попробуем. Ага. Будем А течение в какую сторону? Туда. А почему меня туда несет? Так, есть. Оп, нормально. Так, сюда какую? Большой крючок? Маленький, нахренкий. Ну давай маленькую тогда. Небольшую рыбу, да? Может, дохлую сразу? На мертвеца будем ловить. Сейчас нам живцы. Оп. Вот после долгого дня рыбной ловли вот такая вот снеть нас ждет на ужин. Копченое сало, яички, крест-салат, перчик, хлебушек. И сейчас еще пожарим мясо. Вот оно стоит. Чисто так на ужин, на троих мужиков. Шашлык из баранины. Дома замариновал. Сейчас будем жарить. Пришли позавтракать в такой вот обеденный зал. Кашка. Омлет. Да. Масло. Хлеб. Сейчас еще будет чай. Раннее утро. Идем душить хищника. Хищник нынче привередливый. Но мы знаем, как его взять. По погоде пасмурно, ветрено, возможно волна. Рыба рассосредоточена. Уже в том коряжнике ее нет, будем искать. Поэтому воблера будем использовать как 8+, так и 5+ заглубление. Так, что ты делаешь, Саня? Вяжем поводочки. Какой длины? Метровые поводочки мы вяжем. Потому что здесь коряжник, обросший ракушками. И воблерки срезает на раз-два. Я впервые вижу вот здесь вот. Впервые увидел вот такие вот поводки.
Но без них тут никак. Как-то так. Ну что, вся рыба наша. Никита, что ты думаешь по поводу длинных поводков? Ну да, метровый поводок, чтобы лерки не терять, а то у нас Коля профессионал, так сказать, в этом деле. Да. Это что у нас за воблерки? Это рапла. 9-метровка, кстати. Давай вот эту попробуем. Она обалденная. 30 фут. Блин. Уже сомик на соточку подошел. Эта рапла хорошая. Никитос, эту нельзя терять, если что, ныряем. Маска есть? Да нет, так. Концы в воду! Вышли на воду, волна бьет конкретно, мотает нас потихоньку, но мы не сдаемся. Пришли на яму сейчас, вот забросились воблерами на 8+, посмотрим, как пойдет. Долгий выбор воблера ловчего. Так, внимание, друзья, шок-контент. Хороший идет. Саня спит, еще его. Подергивай, да, Никит? Красавчик. Обеспечил уху профессионалом. Да. Борьба. Саша, комментируй. Мысли нет, да. И денег нет. Погоди. Чайка, где рыба? Образовался зацеп. Все спиннинги смотали. Возвращаемся к зацепу спасать воблер. Сосредоточенные лица рыбаков. Сопереживающий. Порвался. Так, пришли проверять кружки, которые мы поставили вчера на весельной лодке. Вот первый сработавшийся кружок. Есть? Подожди, не. Нет. Она перевернула. Живая? Да. Ну ставь. Все равно. Может, поближе к кущерям? Живой живец. Живее всех живых. Давай. Уже красный. Да. Отлично. Покусный. Покусанный, ага. Ну, пускай, она живая вроде. Крупного мы посадили что-то живца. Нехорошую хотели. Трофейную. Ой, извините, трофейную хотели. Большую. Вот такой глаз вот такой. Ну, еще 3 попытки. Она бы дергала, короче. Крутите барабан, так сказать. Вот этот возможно, потому что он не стоял вот в этих кустах. Ну да, это оттащило.
Размотано? Вот она, на кружке размотана. Что-то тишина прям вообще такая. Все, видишь, ушел. Ну, его видно было, затащил. Покусанный. Ну, он если дохнет, да? Вытаскивай сюда. Пусто. Нам необходимо приготовить уху и пожарить рыбу. Что нужно сделать с рыбой, прежде чем с ней готовить? Судака можно чистить, можно не чистить. Я в этот раз от шкуры чистить не буду. Да, кстати, первым делом мы его потрошим. Я не буду вам показывать, как я режу ему брюхо от анального отверстия прямо для жабер. Как я засовываю туда руку и вытаскиваю из этого судака внутренность. Все, внутренности достали. Потом, если помните, вот здесь вот мы сделали надрез. Сразу, вот, как только вот внутренности достали, мы что делаем? Нож поворачиваем параллельно позвоночнику. И вдоль хребта начинаем срезать филе с этого судака. Самое главное, конечно же, это иметь острый нож, которого у нас нет. У Саши разве не острый нож? У Саши острый нож, но Саши нет, он спит. Ну, нож-то и не спит. Оп! Вот, кусочек филе один есть. Это на уху. Двигаемся дальше. Вот здесь вот. Вылезли. Вот эта часть. Нажали уху. Хвостик на уху. Теперь в уху нам необходимо будет бросить немножечко филе. Уже в самом конце, то есть варить рыбу мы будем с голов судачиных и с хребтов. А филе мы кинем под конец, чтобы у нас было Мяско. мясо. Кстати, ребра тоже кинем в уху для навара. Нам потом в любом случае придется процедить бульон. Так, а вот у нас получается филе на коже с чешуей. Нам его необходимо срезать, чтобы потом кинуть в уху. Раз филешечка. Кто-то там храпит сверху. Два филешечка. А что, шкуру нельзя на вареху? Мы не счистили чешую. Мгм. Если скинем вместе с чешуей, То можно, да? то будем есть чешую. Вот. А если вот почистить, как вот этот вот судак, которого в прошлый раз почистили, у него чешуи нет. Но из него мы практически заморозился с утра. Вот теперь наша задача срезать с него филей, который мы сегодня будем жарить на сковородке. Наша задача снять филе острым, хорошим ножом. Бля, мы кружки не забрали, да? Да, кружки мы не забрали. Не, ребята, есть лодки. Я с лодки убежал со слезами на глазах. Значит, что у нас получается? Real life контент. Он там просто о судаке мечтает. В итоге у нас получается раз филе. И, обрезав с другой стороны, это наш ужин. Уха и жареный судак. Замороженный еще? Да, с утра бросили в морозилку. Прихватилось. Нормально. Отломил кусочек рыбы. Это хребет. Видите, на нем осталось мясо. Оно пойдет на это. На уху. Не пропадет. Мы его потом отберем.
О, и котик пришел. Что на ужин, шеф? На ужин судак. Свежепойманный. Растерзанный. Значит, подключаем газ. Ребята, какая рыба вкуснее? Жареная на костре или на газу? Берем соль. Берем муку. Насыпаем. Мука рязаночка пшеничная. С цельномолотого зерна. Ну, короче, вот она какая. Обязательно используйте не белую муку, а муку рязаночку из цельного зерна. Иначе вкус будет совсем не тот, как на костре. Чистой правой рукой перемешиваем соль с мукой. Да. Как во фритюре типа будет, да? Ну, не совсем. Просто она криво стоит. Да, что он не ровно. Нам надо вообще огонь. Теперь масло. Даем ему раскалиться. Проверяем, нагрелось ли масло. Для этого облизываем палец. Соли не хватает. Берем кусочек рыбы с костью. Масло нагрелось. Так, наше масло раскалилось. И что мы делаем? Начинаем готовить. Начинаем готовить. Рыба, мука, соль. Подсаживаемся подальше. Сначала на кожу. И оп. Ждем следующей партии. Непонятно. Не распробовал. Доводим до кипения. Вот картошечка прям очень сильно у нас закипела. Сейчас пойдут филе. С перебранной рыбы филе. Филе прям уже такое чистенькое, без косточков. И немножко помидорков. С морковкой. Если честно, я не знаю, как это сделать одной рукой. Оп. Коленкой подперли. И филе пошли. Отлично. Наваристая. Вкусненькая. Завтра еще зеленушки подкинем, и вообще будет огонь. Трое в лодке, не стесняясь собаки.